Приветствую всех на моем канале. Спасибо огромное за ваши подписки, лайки, комментарии. Благодарю. Тема сегодняшнего расклада. Скелет в шкафу. О чем он молчит, когда отводит взгляд в сторону. У каждого мужчины есть свой архив невысказанного. Мы называем это скелетами в шкафу. Но на самом деле это какие-то узлы из прошлого, которые он так и не смог развязать. Когда он отводит взгляд, он не просто избегает ответа. Он охраняет вход в свою секретную комнату. Он боится, что если ты увидишь то, что там спрятано, то образ его как героя рассыплется в прах. Итак, тайное всегда ищет выход. Посмотрим, какой скелет в шкафу, о чем он молчит, когда отводит взгляд в сторону. Сейчас делаю сигнификацию загаданного вами мужчины. Итак, какой он мужчина? Подумайте о нем, вспомните глаза, улыбку, тембр голоса. Какой мужчина? Тут какая-то такая картинка, знаете, первая карта у меня часто проигрывается, знаете, можно считать как близнецовые пламена. Вот тут история о том, что мужчина мог встретить в своей жизни женщину, вот как свою вторую половинку, ту самую, того кармического партнера, ту женщину, которая вот прям душа его кричит: это мое, она моя. Мужчина мог встретить кармического партнера, ту самую, свою вторую половинку. Но, знаете, тут может быть не в то время, не в том месте встретились, да? Несвоевременность, вечная драма, где есть он и она. Почему я это говорю? Потому что тут рядом карта депрессия, как свинью подложили, и карта темперамент, страсть. А еще за спиной тут кинжал мужчина держит, но при этом любящее сердце. И для него это как вспышка, как озарение. Все эти карты говорят о том, что мужчина может быть не свободен. Вы можете быть не свободны. Дело не в этом даже, а тут в том, что он не ожидал этого. Это страсть какая-то его накрыла. Это ему как свинью подложили. Может быть, он там даже планировал там пофлиртовать, какое-то там поверхностное такое увлечение, самоутвердиться. Но тут неожиданно для себя он мог подрубиться, карта сердца. А у кого-то вообще он мог, знаете, до конца сразу в моменте так и не осознать, кто эта женщина для него, кем она является. Но она, встреча с этой женщиной, запустила в нем этот механизм трансформации, изменений. То, что он не может контролировать, девочки. И почему депрессия? Потому что, опять-таки, какие-то легкие форматы, которые, где-то, может быть, подсознательно он в голове держал, что, все будет нормально, тут легко как-то. А оно вообще не так пошло. При этом мужчина изначально, вот его характеристика, за спиной держал кинжал, то есть уже какие-то недоговоренности, утаивания. У нас тема расклада скелет в шкафу, о чем он молчит, когда отводит взгляд в сторону. Тут уже показано, изначально мужчина, может быть, при встрече с вами, я думаю, это история о вас, при каких-то коммуникациях умалчивал, замалчивал, как-то так, о чем-то. Как минимум, вторичные какие-то выгоды, двойные стандарты. Это все может быть сюда. Но тут бедняга, мне его даже жалко, честно, этого мужчину, потому что влюбился. Сердце. Для него это как озарение. А у кого-то вообще вот тут вот эти карты могли бы, знаете, как расстаться, разными дорогами пойти. И в моменте мужчина может надеяться легко. Да ради бога. Будет 1, 2, 5, 10, ничего страшного. Но для него это неожиданно, как-то так же это озарение. В том, что я к ней привязан, это больше, чем просто какое-то сексуальное влечение. А у кого-то тут душа до сих пор болит, тянется. Знаете, как одна душа к другой тянется, родной человек. И карта, видите, друзья, это история о том, что это больше, чем просто влечение, еще раз говорю. Видите, он, скорее всего, в моменты, когда он рядом с этой женщиной был, у многих это вы проиграетесь, да, он тут был счастлив, как ребенок. Это настолько искренние какие-то пронзительные чувства, эти эмоции его накрывают. Может быть, даже постфактум, уже как расстались, или уже ссора какая-то, выяснение отношений произошло. А вот сейчас, как, в моменте может накрывать человека, и до него
может дойти, что ну, это не просто какая-то там интрижка. Вот как-то так мне вот так показали этого мужчину. Давайте еще пару карт, какой он. И ну, по этим картам, девочки, страстный, темпераментный, ну, не глупый. Ну, что еще тут? Ну, манипулятор, хитренький. Какой он еще? Спасатель, это женщина. Тут желание с этой женщиной помириться, примирение. При этом он не решается, нерешительно. Он до конца как будто бы еще не, может, не осознал, как он хотел бы это все так провернуть. При этом, дабы, знаете, особо, вот только хотела сказать, чтобы особо не показываешь, насколько он заинтересован в этой женщине. Вот победу одержать хочу, да, при этом, чтобы так как-то устроить, чтобы это, может быть, даже сама женщина проявилась. Дабы вот это вот, не уронить эту корону, тут победа, да? Ну, это как-то детская позиция показана. Может сейчас уходить там в творчество, в какие-то там свои, ну, не знаю, тут не обязательно увеселительные какие-то моменты. То скорее ему бы хотелось даже забыться где-то, но по карте смерть не получается. Может, привычное, в чем он там находил отраду, отдушину, оно сейчас не приносит ему. У кого-то это творчество, у кого-то это спорт, там какое-то такое вот хобби, да. Вот сейчас это даже ему не приносит удовольствия. Такой мужчина у меня вышел. Вот такая вот сигнификация, девочки, этого мужчины. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, тема расклада «Скелет в шкафу». О чем он молчит, когда отводит взгляд в сторону. Первое у нас какова природа секрета, собственно. Это о прошлых отношениях, поступок какой-то, внутренний конфликт, финансы, личные обстоятельства. Что это? Какова природа секрета? О чем это? Планы какие-то. Угу. Ссора, боль. Нифига себе. Счастье. Клетка. Токсично. Красотка, ваша карта. Ох, и тут же вышла из его сигнификации, вышло подтверждение. Девочки, это о вас, 100%. Тут опять вышли эти близнецовые пламена, опять вышло у меня кармические эти партнеры. Эта карта так считывается. Рядом карта муза, яркая, харизматичная. Энергетически наполнена. Женщина, которая заставляет его кровь быстрее бежать, сердечко стучать, там, я уже не знаю. Такое, как будто бы тут женщина очень необычная, женщина нестандартная. Тут вот, ладно, о чем это? Собственно, секрет, девочки, в чем заключается? Девочки, если у вас был какой-то конфликт, у меня тут собаки разрываются, лают. Ладно, смотрите, оппозиция. Мужчина, женщина выясняют отношения. А у кого-то это прям конфликт конфликтный, да? Это не то, что там недопонимание, а тут попытки каждого донести свою правду. Причем по этой карте, видите, мужчина обычная фигура, а женщина, и тут у нее на уровне ее груди тут еще такая как массивная не знаю, фигура, да, это как мужчины. Это о чем? Это о том, что на самом деле правда на стороне женщины. Женщина не в том плане, что она сильна, а в том плане, что правда, сила правды за ней. На самом деле мужчина тут не прав в каком-то конфликте. Но о чем он молчит, когда отводит взгляд в сторону, допустим? О том, что если, может, изначально там мужчина там с вами поссорился, у него даже были планы, может быть, где-то, у кого-то это вас то ли на место поставить, да, то ли доказать свою правоту, у кого-то самоутвердиться, он хотел, этот мужчина, да, вот тут как будто бы, ну, свое, чтобы его было сверху, вот так вот мое слово последнее там, или я лучше знаю, то тут вам в чем это скелет в шкафу, в том, что боль, ему плохо, ему больно от этого. Может быть, он там рассчитывал, что там после этой ссоры, после выяснения отношений, после каких-то тут претензий, я не знаю, ему станет легче. Так нет. Тут неожиданно это карта человека, который кричит от боли.
Тут из той серии, вот прям стихотворение вспоминаю. А обидишь словом бешеным, станет больно самому, да? Вот тут такое вот. И он об этом вот неожиданно для него. Это вот то, что он это испытывает, эту боль. Особенно, если тут он не прав, девочки. Давайте так, да? Одно дело, когда если он прав мужчина, а тут он не прав. А при этом карта счастья и рядом карта клетка и токсично. Это о чем? В моменте, может быть, он тут даже был, знаете, если там вспоминаете какую-то ссору, или его поведение какое-то там, когда он там уже самоутвердился, что-то там пытался вам донести. Может быть, даже он был такой, ну, типа на позитиве, да, или он думал, что он будет счастлив, когда он там вот будет прояснять эти отношения там, или как-то себя вести. Но на самом деле показано, что вот скелет в шкафу заключается в том, что он сам себя загнал в какие-то вот как в клетку, в какие-то рамки. И для него это токсично, ему плохо от этого, состояние плохое. Он скучает по вам, тут вот карта, и при этом идет понимание того, что эта женщина для меня намного важнее, чем я думал. Она не просто там какая-то то ли очередная, то ли женщина, с которой можно поссориться и забыть на следующий день. Да вообще в тот же день можно забыть об этой ссоре. Нет, тут почему-то как-то вот... В общем, мои хорошие, если у вас были ссоры с этим мужчиной, если были какие-то выяснения отношений, то вы должны для себя четко понимать, что на самом деле ему тут даже больно от этого. Еще более для него это болезненно, то, что он не ожидал того, что он будет испытывать эти эмоции. Вот как-то так. Для него это токсично, как будто сам себя вот как накручивает, съедает. Спрошу, о чем, почему это клетка, почему это какие-то ограничения, о чем это? Вот счастье типа в какой-то клетке. Ну, понятно, если там не свободен, да, клетка, да, вы не свободны, он не свободен. Тут, может быть, человек кричит от того, что я, допустим, да, если вы там расстались, да, он остался в семье, а токсична клетка и какое-то счастье нахрен, извините, да. О чем это клетка, о чем это? Ну, у кого-то семья, девочки, ну, что я буду, ну, семья. Я ничего тут никого не осуждаю, никаких диагнозов не пытаюсь ставить, но почему токсично? Урожай, ключик, черная кошка. А знаете еще, у кого-то может прогораться ситуация, девочки, скелет в шкафу, о чем он молчит, когда отводит взгляд в сторону. Вот эта клетка и карта токсична, как будто то, в чем он сейчас находится, его состояние, очень много ограничений. Токсично, это может быть взаимоотношения, ну, если семья, да, если вы там отдельно, он отдельно, могут с близкими, могут с людьми, которых, допустим, он выбрал, с которыми он сейчас находится. Тут в полной мере он вот эту токсичность, знаете, хлебает этой ложкой. При этом карта ключик, как будто бы сам, может быть, и в свое время и прикладывал усилия для того, чтобы тут и быть, и оставаться, и сам какой-то выбор делал, и считал это вот правильным, это какой-то путь к счастью, так называемый. При этом тут карта черная кошка, это максимально человек все скрывает, хотел бы, чтобы это все в тени было, ни в коем случае ну, не выносить на, знаете, как на обозрение общественности. Вот как-то так. Свое какое-то состояние тут не очень, мягко говоря. Вот это вот он скрывает. Следующее смотрим, почему он это скрывает. Тут может быть страх осуждения, потеря вот этого образа, какой-то он там создал образ, да. Чувство вины также может быть. Тут есть чувство вины, девочки. Уязвимость. Почему он это скрывает от вас? Карта фея. Да вы тут такая красотка, кроссовка. Угу. Ну и вот каждый ряд у меня ложится эта карта. Видите, тут и токсичненько ложится. Так, показывают карты, почему он это скрывает.
В первую очередь, я вам хочу сказать, он видит вас, как у вас какой-то образ такой. Тут феечка, тут карта муза, опять это яркая, харизматичная, энергетически наполненная, веселая, общительная женщина, которая знает, как подчеркнуть свои достоинства, привлекает мужские взгляды. Он видит вас такой яркой, классной. Ну, как вам такой признаешься, что у него там урожай хреновый, да, там карта урожай такая вышла, и кричит от боли, и плохо, и, может быть, уже не особо он там счастлив, там что-то он выбрал, какой он там сделал выбор, в моменте, не знаю, в сторону чего. У кого-то женат на работе, у кого-то в семье, у кого-то еще какие-то, может быть, там, ну, не знаю, причины ссоры у вас. Как будто бы до человека и доходит, что, может быть, он не совсем был прав, да, давайте так мягко скажу. Но при этом, ну, это гордыня, наверное. Не хотелось бы потерять вот эту вот корону на голове, показать вам, вот, да, у тебя все классно, ты такая красивая, там, ты своей жизнью занята. А я, может быть, может, надеялся он, что вы там то ли сами проявитесь, сами как-то будете искать способы как-то то ли помириться, то ли проявиться, у кого-то так. Тут еще не хотелось бы ему, да, потеря образа, не хотелось бы ему показывать, если финансово он там, ну, не айс сейчас такое какое-то, может, положение. Опять-таки, хотелось бы создавать образ, что у него все под контролем, в том числе и финансы, в том числе и какая-то сфера, опять-таки, там, может быть, с работой, карьерой, все под контролем. Хотелось бы, чтобы вы подольше были с этими завязанными глазками, дабы вот этот образ не разрушался. Опять-таки, почему еще? Я вам хочу сказать, у него доходит, как до него, я не помню, плавно, не плавно. Опять эта карта вышла. Близнецовые пламена. Женщина не просто так в мою жизнь пришла. Но я бы и не хотела, и вот сейчас не хотел бы он вам это говорить. Тут карта Иерофант и вот карта Близнецовые пламена. Это, знаете, у человека уже процесс этот запущен. Он чувствует себя очень уязвимым. Он очень боится сейчас даже где-то даже самому себе признаться, но уже идет это у него. Осознание, иерофант, это духовный рост, развитие. Так человек начинает понимать что-то. Что, опять-таки, повторюсь, не просто так вы в его жизни появились. Но для него это все еще, знаете, вот карта токсична и одиночество. Скорее, он пока еще готов побыть в одиночестве, да, может быть, он и не сам, да, но у него ощущение «я одинок», но вот ему как будто бы нужно в этом побыть токсичном одиночестве, где-то даже, может быть, вдали от вас, для того, чтобы процесс до конца, может быть, прошел. Он осознал, кем вы для него являетесь, насколько вам, ну, не знаю, ему вас не хватает, вот тут такое даже, девочки. Поэтому он скрывает, тут и страх осуждения, тут потеря образа точно, он именно материально, ему хотелось бы, дабы вы думали, что у него все хорошо. И чувство вины тоже есть, ну и уязвимость, тут все. Так, ну давайте посмотрим еще. При каких условиях он может открыться или ситуация станет явной. Ну, такое давайте посмотрим. Счастье, одиночество, ведьма, мостик. Ух ты, опять вы у меня красотка. Диссонанс, хитрая лиса. Это о чем? Клетка. Угу. Понятно, что ничего не понятно. Как мне идет, девочки? Ну, это самое, конечно, простое, что мне в голову пришло. Это как будто бы карта ведьма ведающая. Вы можете из раскладов даже, да, может быть, какой-то момент такой для себя узнать. Ну, опять-таки, как подсказка для вас. Какой-то такой момент, когда вам, может быть, вот карта мостик, и тут ваша карта яркой этой музы харизматичной, где, когда, где, в какой момент вот будет вот тот, опять-таки, тот момент, когда вам нужно будет то ли пересечься, то ли как-то себя проявить, но при этом это проявление должно быть какое-то нестандартное, вам хочу сказать. И именно вот в этот момент он даже может там открыться, действительно. Ситуация как-то может дальше развиваться. При этом
показано, что еще какое-то время человек будет показывать вот карта счастья, да, при этом на самом деле за этой маской счастья, там, успешного успеха, а тут одиночество кроется. А вам вот эти вот там даются знания, да, тайные по ведьме, для того, чтобы заглянуть как будто бы под завесу, за масочку за это заглянуть, и на самом деле увидеть, что да, у счастливых людей не сводит так это скулы от этих улыбок, да, от желания так улыбаться, от попыток пустить пыль в глаза, когда человек улыбается, да, глаза тут такие грустные. Тут что-то такое вот. И вам говорят, что в один момент это может быть правда, как будто бы вы даже, может быть, подсказку какую-то увидите, услышите. Ну, тут по поводу, наверное, расклада, наверное, как-то эзотерически, потому что карта ведьма ведущая. Или у вас уже будут какие-то действительно на тот момент знания. Может, элементарно по психологии, да, манипуляции. Вы будете считывать. Ага, на самом деле, ну, ты мне что-то пытаешься тут показать. Ну, на самом деле, я же тебя вижу насквозь. Может, к этому времени вы по-другому уже будете на него смотреть. То есть, и вы увидите вот диссонанс, вы увидите его настоящего, не то, что он там пытается там показать, да, вот опять-таки, вот эти какие-то хитрости, для вас это будет все прозрачно. Тут что-то такое, ну, даже не знаю, хитрость. Да, мне интересно, ну, и вам как проявляться, отторжение, вам вообще не надо проявляться, получается. Наоборот, вам не нужно, девочки, вот вам говорят, вы не должны, типа, первое проявляться, это как наказание, наоборот. Пусть он тут комедию, получается, эту ломает, да, комедию. Вы просто, значит, из позиции, вы тут красотка, все понимаете, все видите, и что? Карта дерева. Тени же. Ведьма, опять еще ведьма вышла. Тут как будто бы вам подсвечивают, что вы потом уже... Как вам сказать? Смотрите, давайте мы допускаем, да, что он тут улыбается, ходит, и я повторюсь, и вам показывает, у меня все зашибись, прекрасно, великолепно. Если вы в этот момент в полной уверенности, что я-то знаю, что ты там грустишь по мне, если вы начнете тут там то ли флиртовать, то ли как-то с ним сближаться, он подумает, ага, это она решила, что тут у меня все классно, я хорошо эту роль сыграл, да, я счастлив. Вы поняли, да? И до него не дойдет, что вы тут считали его ну, как, тут одиночество, тут, то, что он в каких-то ограничениях. Тут вам говорят, нет, не нужно вам в этот момент проявляться. Может быть, дождаться, когда человек, тут карта дерева, карта безденежья, тут как будто нуждается в вас. Когда он начнет к вам проявляться, больше карта дерева это как родной человек, как близкий, вот по духу, и покажет, может быть, что он в вас нуждается. Вот так вот. Вот тогда может быть. Вот, да, вот карта ведьма ведущая. И опять это должно быть как-то так с вашей стороны. Как-то так мудро, я хочу сказать. Проявиться. Даже, может быть, не сразу и проявиться. Как-то так вот, потому что вот карта смерти это трансформация. Карта ведьма, тут карта ведьма, тут. У кого там семья, если у вас семья, у него семья, то вначале вам говорят, закончите отношения каждый там со своими партнерами. Потому что это нереально тут что-то создать, пока у кого-то эти семьи. Так, девочки, ну как-то так мне. Ну, тут шансы будут, но при этом вы должны себя очень мудро как-то так повести. Тут чуть ли не, знаете, у меня прям в голове как будто бы как ребенок какой-то, он себя даже может проявлять. А вам тут придется как воспитательница в детском саду. Да? Тут погладить по голове, и тут же войти в положение, и тут же заставить игрушки пособирать, дабы он сам, хотел сказать, приучить к лотку. Ладно, шучу. Девочки, не знаю, ну тут как-то... Мудрости и терпения вам, да? И с точки зрения психологии, скрытые темы и непрожитые эти переживания, они формируют зоны внутреннего напряжения, которые человек старается обходить, чтобы вот сохранить это стабильное состояние.
И чаще всего это защитный механизм, направленный на избегание стыда, боли или утраты контроля. Тут у мужчины и стыд, и боль, болит ему, девочки, на самом деле болит. Хотя он тут, может, повторюсь, улыбаться вовсю. Ой. Поэтому, мой хороший, ключевой момент не только в раскрытии самой правды, да, а в понимании, что стоит за этим молчанием. И вот какую функцию это молчание оно выполняет для этого человека. Он боится того, что где-то вы его считаете, где-то он покажется таким уязвимым, где-то, правда, этот образ успешного мужчины развеется. Но много карт говорят о том, что вы для него важны. Тут даже карт еще больше, говорящих о том, что у него процесс этот происходит дальше, он запущен. Понимание того, кем вы для него являетесь. Все, мои хорошие, вот такой сегодня расклад. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.